Здравствуйте, друзья! Самое актуальное из новостей на утро 2 апреля. Прежде всего, киевские СМИ вчера начали разгонять новости о том, что Россия сама расстреляла нефтебазу в Белгороде. Этому противоречит официальное заявление Зеленского. Отвечая на вопрос о том, кто бомбил нефтебазу, он сказал: «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, они сообщают мне». Конец цитаты. Сказать прямо он так и не решился. Ну, бог с ним. По сообщениям ряда телеграм-каналов, наши войска уже оставили Гостомель, Бородянку, Ирпень и ряд деревень к северу от Броваров. Так это или на самом деле или нет, мы скоро узнаем. Но я очень сомневаюсь, что слова военкора Котца о том, что получен приказ уйти за ленточку вообще, то есть уйти за границу России, будут выполнены. Скорее всего, все-таки думаю, что плацдармы и в Киевской, и в Черниговской области будут оставлены. А где-то в параллельной вселенной в это время бандеровские войска уже атакуют Москву. Ну, не совсем Москву, но уж Белгород точно. Живицкий, гауляйтер Сумской военной администрации, сообщает: «У нас была только южная часть области оккупирована и занята. А сегодня они начинают окапываться в многих общинах. Начинают ходить искать местные власти. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области». Не знаю, прав гауляйтер или нет, но мы скоро об этом узнаем тоже. Ситуация от наших же непартнеров на карте Изюм-Славянск выглядит именно так. На самом деле бои идут где-то посередине, ближе к славянско-краматорской группировке. И карта же о реальном положении дел на Донбассе выглядит несколько иначе. При этом губернатор Харьковской области Синегубов говорит о том, что боевые действия скоро развернутся в Барвенково, юго-западнее Изюма. Это логичное одно из направлений наступления вооруженных сил России. Есть варианты наступления на Лозовую и другие. Какой из них будет реализован на самом деле, мы тоже узнаем по факту. И еще одна карта от наших западных непартнеров, но уже с Попасной и Северодонецком. Даже на этих картах видно, что фронт с севера приближается к славянско-краматорской группировке, поэтому жителям этих городов действительно следует покинуть города, потому что городские бои неизбежно в городах будут. Британская разведка Ми-6 уведомила Генштаб Вооруженных сил Украины о том, что Россия собирается в ближайшее время начать операцию по взятию Николаева. Это представляется логичным шагом. Там ситуация для вооруженных сил киевского режима достаточно плохая. Ну, будет ли он реализован и когда, мы тоже посмотрим. А вот на этом фото, это очередное фото морской мины, установленной на улицах Мариуполя. Если кто-то не понимает, то самая малая якорная мина имеет 20 кг в тротиловом эквиваленте, нормальная стандартная рогатая 115 кг. Это дает ответ на вопрос, что так взрывается, что сносит по полдома. Без всяких налетов, звуков, выстрелов, пролета самолетов и тому подобное. А вот это генерал-майор СБУ Леонид Пята, бывший руководитель Департамента защиты конституционной государственности. Защищать национальную государственность он не захотел и попытался по поддельным документам смыться за границу, но был задержан на границе. А вот генерала СБУ Андрея Наумова с позором лишили звания, поскольку он бежал еще 22 февраля, получив, видимо, информацию о неизбежном начале военных действий. Что интересно, бежал он не один, а вместе с главой СБУ Бакановым, который после этого вернулся обратно в Киев, был обласкан, звания и должности не лишен, хотя жил вместе с Наумовым в одном номере в Германии. Ну, таковы реалии киевского режима. А вот этот нация обещает страшно отомстить львовянам за то, что они задирают цены на аренду жилья. Жалуются на то, что его маме пришлось снимать однушку за $1000. Но это ответ на вопрос, как вся краина разом и до кінця. А вот это фейк дня. Киевские СМИ разгоняют сказки о первых смертях солдат вооруженных сил России от лучевой болезни в зоне Чернобыльской АЭС. Фото из компьютерной игрушки должно убедить верующих в том, что это действительно так. Ну и, наверное, фото дня – это фотография главы Министерства иностранных дел Германии Бербок, которая посетила украинских беженцев. Воистину настало время, когда факты никого не интересуют. Зато Украина вовсю торгует паспортами. И граффити в Косовской Митровице – это Косово, Сербия. Напоследок же напомню слова Сталина о низкопоклонстве перед Западом. Надо бороться с духом самоуничтожения у многих наших интеллигентов. Добавлю, и у неинтеллигентов тоже. Ну и последний совет так называемым русским охранителям-ура-патриотам, которые что-то зачастили с цедульками и доносами в ФСБ
прокуратуру, Следственный комитет и так далее. Панове, не надо на меня жаловаться в эти организации. Там такие, за 8 лет таких бумажек уже накопилось достаточно много. Мне тоже бессмысленно угрожать. Я за 8 лет привык к угрозам и побывал там, где не угрожают, а делают. Что касается ваших, если у вас недержание, пишите в прокуратуру Автономной Республики Крым в изгнании или в СБУ. Там есть несколько уголовных дел, которые заведены на меня. Они с удовольствием присовокупят ваши цедульки к тому, что у них есть. Всем же остальным, подавляющему большинству нормальных людей, большое спасибо за помощь, за поддержку, за то, что вы делаете. Всем нам желаю скорейшей победы. До свидания.